Для обыденного инвестора виртуальный актив — это, ну, скажем так, цифровой эквивалент владения какой-то условной ценностью, который свободно передается через цифровые средства, сеть интернет, блокчейн и так далее. То есть что мы имели до этого? Люди имели возможность инвестировать официально через легальные схемы, покупая какие-то ценные бумаги, то есть, например, акции каких-то компаний, какие-то облигации, по которым выплачивались какие-то проценты. Для того, чтобы стать полноценным инвестором в рамках классических схем, которые существовали на рынке, необходимо было, то есть как бы и в Украине, и где-либо за рубежом, необходимо отвечать каким-то квалификационным критериям. То есть нужно владеть каким-то минимальным объемом капитала, быть своего рода квалифицированным инвестором. Что дает блокчейн? То есть на классическом рынке инвестирования ценных бумаг есть определенный минимальный порог захода в инвестицию. Идея блокчейна в том, чтобы каждый человек, независимо от того, в какой сумме он хотел бы инвестировать в тот или иной актив, будет это просто средство, условная ценность цифровая, как криптовалюта, да, или это какой-то токен, который обеспечен каким-то реальным активом. То есть, чтобы зайти в этот актив мог любой человек без ограничения какого-то минимального порога. То есть токенизация как таковая, вообще токенизация активов делает рынок инвестирования доступным для широких масс, то есть для каждого обычного человека, у которого есть какие-то небольшие частные сбережения. Сама природа виртуальных активов позволяет делить их на практически бесконечное количество маленьких частей, что позволяет очень сильно уменьшить порог инвестирования, то есть порог, с которого любой человек может позволить себе зайти в тот или иной актив. С другой стороны, это позволяет человеку с ограниченным инвестиционным ресурсом создавать максимально диверсифицированный портфель. То есть когда у тебя, допустим, при минимальном пороге инвестирования $10 000 ты можешь вложиться только в один объект, в то же время, когда у тебя есть возможность инвестировать в те или иные активы через блокчейн, виртуальные активы, с тем же бюджетом ты можешь на эту сумму создать очень диверсифицированный портфель. То есть часть вложить в криптовалюты, часть оставить в фиате, часть вложить в токены, обеспеченные какими-то реальными активами, обеспеченными каким-то имуществом, например, недвижимостью, производством, или стать совладельцем какого-то объекта искусства. Это первое преимущество. Второе преимущество — то, что виртуальные активы как инструмент инвестирования позволяют технически выйти за рамки любой юрисдикции с позиции объекта привлечения инвестиций. То есть он через определенные площадки интернет может маркетировать свой актив на весь мир, равно так же, как и любой человек, сидя за своим компьютером или со своего гаджета, телефона, может приобрести токен, какую-то цифровую единицу, которая будет обеспечена каким-то реальным активом.